Всем привет! В этом видео я продолжаю серию про JWT токены. В этом видео начнется код. Я хочу вам показать пример, как сделать фронтенд и бэкенд авторизацию с использованием JWT токенов. В этом небольшом уроке начнем с интерфейса на React. Для начала установим React. Для этого в консоль пишем команду npx create react app, дальше название нашего приложения, в данном случае будет JWT frontend, потому что потом появится еще backend. И в темплейте пишем TypeScript. Всегда делаю все свои проекты на TypeScript. Нажимаем Enter, пусть устанавливается. Проект установился, переходим в папку с проектом, запускаем его. И первым делом нам нужно удалить лишние файлы, которые существуют в проекте. Файлы стилей, лого SVG и все остальное. Сейчас проект запустится. Проект запустился, удаляем все ненужное. Удаляем файлы с тестами. Так, не спрашивать больше. Удаляем файлы со стилями. В глобальных стилях часть с кодом можно удалить. Лого SVG также удаляем. В файле index.tsx все нормально. В файле app.tsx удаляем все ненужное. Пусть будет пока строчка app. Класс удаляем. Загрузку лого SVG удаляем. Загрузку стилей также удаляем. Сохраняем. Пока выключу dev-сервер, потому что запись с ним с постоянными ребилдами очень сильно тормозит. В итоге файл получился такой, тут только функция app с одной строчкой. Установим библиотеку React Router DOM. Она нам нужна для того, чтобы сделать главную страницу и страницу, которая будет закрыта авторизацией, на которую просто так нельзя будет зайти. Пишем npm install и название библиотеки React Router DOM. Дождемся установки. Библиотека установилась. Сейчас используется 6-я версия библиотеки. В главном компоненте app теперь создадим роутер. Переходим в этот компонент. В верхней части делаем все нужные импорты. Заворачиваем все в компонент роутер. Так. И теперь нужны будут сами роуты. Вместо компонента switch теперь используется компонент routes в новой версии React Router. И пишем сами роуты. Первый роут это на главную страницу. Здесь будет элемент страничка main. Закрываем. И во втором роутере будет ссылка на дашборд. И там, соответственно, будет страничка дашборд. Делаем теперь импорты. Импорты сделаны. Пробую запустить то, что получилось. И сначала он ругается на то, что в реэкспортах не должно быть .tsx. Убираем их. И дальше роутер ругается на элементы. Здесь уже должны быть React компоненты, а не просто функции. Делаем это все компонентом. Сохраняем. Запустилось. На главной страничке теперь пишется main. Если перейти на страничку дашборд, то будет страничка дашборд. Две странички созданы. На главной страничке теперь сделаем простую форму логина. Main у нас главная страничка. Здесь создам папку компоненты. Здесь папка, пусть будет компонент логин. Такой же файл index.ts. Файл main тоже скопирую.
в индекс тест реэкспорт из логина. Этот файлик переименовываем в логин. Здесь тоже теперь все будет называться логин. Пробуем его отобразить на страничке main, прямо в таком виде. Заэкспортировали. Теперь запустим. Надпись логин появилась, компонент подгрузился, ошибок нет. Main здесь завернем в h1. На страничке с дашбордом сделаем также. Пусть это будет h1. Так, теперь наверстаем какую-нибудь простую форму. Делаем тег форм. Action пока уберем, будет onSubmit. Action пока уберем, будет onSubmit. Сработает при submit формы. Здесь напишем функцию handleSubmit. Такой функции пока нет. Пишем const handleSubmit. В эту функцию будет приходить событие, форм, event. Это событие мы должны отменить, чтобы дальше выполнился наш код. Так, в самой форме нам нужен два инпута и кнопка. В первом инпуте пишем label и input. В лейбле будет HTML for это логин. И пишем текстом. Здесь имя будет тоже логин, чтобы здесь совпадало. Тип пусть текст. Дальше для второго поля здесь будет пароль. Password. Имя, тип тоже password. И пишем имя для поля label. Так, теперь нужно два стейта для этих двух полей. Библиотеку никакую особо использовать не буду. Здесь всего лишь два поля. По умолчанию поля будут пустыми. Это да. Так, в первом поле будет логин, set логин, во втором поле будет password и set password. На первый input добавляем value. Это будет логин. Для второго поля будет пароль, password. И пишем еще onChange. В onChange приходит событие E. И из этого события E мы достанем значение в target value и установим его в setLogin. Здесь будет то же самое, но setPassword. Формочка почти готова, осталось добавить кнопку. Добавляем кнопку. Здесь просто напишем submit. По кнопке форм подтвердится и выполнится handle submit. Смотрим, как все выглядит. Появилось два поля, их можно заполнить, в password появляются точки. Можно нажать submit, и пока что ничего не произойдет, потому что функция submit пустая.